Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро. Несмотря на то, что у нас почти что 400, казалось бы, мало подписчиков, да, но при этом уникальных посетителей, те, кто смотрят канал, это больше 14 тысяч за ближайшие 28 дней. И всего просмотров больше 42 тысяч за ближайшие 28 дней. Так что это достаточно немало. И что это мне говорит? Это мне говорит о том, что большое количество новых зрителей приходят, те, которые еще не знакомы с самим каналом. Приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды. Сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за фуллстак разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт,
То есть вы можете, ну, все. То есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт, и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю. Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы продолжаем мобильную разработку, и если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги, так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Доброго времени суток. Хочется уже подать на модерацию это приложение, но с другой стороны и баги не хочется туда как-то выпускать.
колеблюсь между двумя состояниями. Сегодня поработаем над баг-репортом. Разведка закончена. Отвечаю сначала на твои вопросы по факту, как оно есть, потом, где я вижу проблемы. То есть я спросил, куда у нас сейчас баг-репорт шлется и получу ли его я, как собственник. Если все крашнулось, куда я получаю ответ, как сейчас. Коротко, сейчас тебе никуда ничего не пишется. Все надо идти и забирать самому. 3 разных потока, 3 разных места, 0 уведомлений. Что это? Краш клиента, JS Fatal, React Error, Boundary. Куда попадает сейчас пост, таблица. Как ты это видишь, только вручную. Что баг-репорт юзера нажал кнопку. Куда попадает сейчас, если залогинен. Это вот сейчас вот... О, да, быстренько, действительно, быстро. Мы в предыдущем видео оптимизировали работу автоматизатора, чтобы он быстрее срабатывал. И действительно сильно быстрее срабатывает. Он написал, что оптимизация где-то от 36% до 50%. С чем-то там. Так, краша сервера, важная деталь, email, канал владельцу у нас уже есть, сервер шлет тебе на эти sales письма про запросы на удаление аккаунта, неактивность, подозрительное восстановление, но к крашам и баг-репортам он не подключен. Email не мгновенный, без инлайн-фото, так что достаточно ли email инфраструктура-то есть, но она не туда подключена и не дает того, что ты хочешь мгновенно, плюс картинка. Что собираем? Только сервер или юзер тоже. Собираем и то, и другое уже сейчас. Просто разбросано. Твой расклад на 2 бота ложится идеально, чисто. Это усложнение. Я не хочу копаться, я хочу по-быстренькому подать на модерацию мобилку уже и попытаться ее пройти. Или получить возврат, что что-то надо доделать. Так, бот 1, бот 2. Отказываюсь от этого технического задания. Я уже хочу чуть-чуть изменить мое техническое задание. Я передумал делать ботов. Давай запиши про ботов и уведомления. Это в технический долг, когда будет 100 бесплатных или первый платный. А сейчас давай мы это все организуем, чтобы принималось на email туда же. Просто на email туда же, сразу как только прилетает какой-то баг-репорт, чтобы ко мне приходило. Так. Вопросы 3 штуки реально нужны от тебя. Скриншот в баг-репорте как слать. Вариант А, сырое фото прямо... Фото в зависимости от размера, то есть если размер до 10 мегабайт, можно слать в оригинале. Если ты по дороге еще сожмешь фото, чтобы оно меньше весило, там, допустим, до, я не знаю. Сейчас я штатными инструментами сжимаю фото, которое весит там 6-8 мегабайт, и оно у меня получается где-то 400 килобайт. То есть если это приемлемо, то да, хотелось бы, но в зависимости от того, насколько большой размер. То есть если 2 мегабайта, то нет смысла сжимать. Если больше 2 мегабайт, можно сжимать, да. То есть целевой размер где-то 400 килобайт, чтобы было фото. 400-600 килобайт одно фото. Так, давайте сделаем какой-нибудь скриншот. Или я возьму какой-то скриншот, положу его в загрузки. Тогда у нас будет что сжимать.
То, чем я сейчас пользуюсь на компьютере, это MozJPEG, и качество там выставляется 75%, и очень хорошо сжимает, то есть такое качество меня вполне устраивает. Почему капслоком, не знаю. Ну окей. Анонимный fallback. Что за бот? Сейчас незалогиненный юзер шлет баг-репорт через Mail2 мимо сервера в Telegram. Он не пойдет завести приемник автономных. Ну, получается, третий, это тоже, если я хочу сейчас только канал email, то уже на третий вопрос, я так понимаю, что я уже тоже ответил, да? То есть нет смысла что-то там решать насчет Телеграма и ботов. А если я не ответил на какие-то вопросы, то задай мне их, пожалуйста, если что-то необходимо. Так, это мы поручили, поэтому мы заходим сюда и отмечаем это синеньким. CI восстановлен ли все? Давайте зададим этот вопрос. Это важный вопрос. Он ни к чему не относится. Значит, привет, добро пожаловать в команду. Вот что я прошу тебя проверить. У нас были тесты зеркальные на GitHub Actions и локальный CI. И я прошу тебя проверить, есть ли что-то, что отвалилось локально, но работало до этого одновременно, когда подключен был и GitHub Actions, и локальный. Проверь, пожалуйста, тщательно, медленно, дотошно, и дай мне ответ. Этого тоже мы поручили. Так, а тут вот мы покрасим вот это вот в синенькое, а вот это покрасим в желтенькое, чтобы оно сильно хорошо различалось. Сборка sign-in, защита от стирания, автоинкремента, owner защита. Давайте это поручим пятому нашему. У нас там были определенные сложности, то есть кто-то из яишек решил сам переписать, как должен происходить автоинкремент. После этого я уже сказал, что необходимо добавить правила оунера для этого пиара. Поэтому проверь, мы довели это до конца или там был какой-то сбой, краш системы. Вот, подхвати, пожалуйста, эту задачу и доведи ее до результата. Ну, видите, да, то есть я изначально, хитрю, сбрасываю ему в начале задание, он уже погнал что-то выполнять, и потом докидываю контекст. А здесь у нас есть какое-то предложение по плану. Так, у меня накопились несколько твоих сообщений, свожу все в одну картину и задаю ровно то, что реально нужно. Ты просил спрашивать, что я понял, и фиксирую. Telegram-боты не сейчас. Паркую в техдолг, да. Сейчас только email канал, да. Баг-репорт прилетел на сервер. Мгновенное письмо тебе на почту, да. Тот же адрес, куда все уже идут другие алерты владельцу. Переиспользую готовую почту Resend. Новых секретов не надо. Но я обязан поправить одну вещь про фото. Это важно. Фото в баг-репорте — это не камерный снимок.
скриншот экрана приложения, которое снимает в момент жалобы, и он уже ограничен 2 мегабайтами на сервере. А по факту PNG скрин обычно 0,3, 1,5 мегабайт. Из этого следует твой сценарий. Здесь не наступает, что надо зажимать до 400 килобайт. Если меньше 2 мегабайт, то не сжимать. Скрин ушел бы в письмо, как и есть письмо, вышло бы легкое 2,5 мегабайт с логами. Сжатие тут не необходимость, а опрятность. При этом твой инструмент MozJPEG Quality 75 я могу применить точь-в-точь. В Node это Sharp с .jpeg, MozJPEG, True Quality 75. Это буквально MozJPEG Quality 75 PNG screen. Он возьмет примерно до твоих 300-500 килобайт. Вопрос один. Реальный он про зависимость. Добавлять серверную image библиотеку Sharp ради... Посмотри, пожалуйста, у нас, по-моему, уже что-то там есть по сжатию картинок на серваке, то есть ты попробуй переиспользовать то, что у нас уже есть, и ту логику, которая заложена, а не создавать новую. Да, я за сжатие, то есть пусть это будет 400 килобайт. Письмо шлем только ручные. Баг-репорты нажал. У нас на самом деле, я хочу, чтобы ты проверил, как все работает. У нас есть разные сценарии. Первое — это через email, второе — это ручной баг-репорт, и третий — это краш. И если у человека в настройках включено автоотправление краш-репорта, то вот это вот третий канал, триггер. Поэтому ты перечислил только 2 из них. Я волнуюсь, что ты просто про третий забыл. А если у нас это не отражено в проект-дизайне, то я считаю, что это как раз такой момент, который должен быть сценарные формы отражены в проект-дизайне. Отрази, пожалуйста, это в проект-дизайне. Ну, я имею в виду, что у нас несколько сценариев, там еще не залогинен на email, уже залогинен, то тогда шлется на сервер. И знаешь что? Задача чуть-чуть сложнее, чем кажется, потому что я хочу, чтобы ты накатил все тесты 4L, L4 на эти сценарии, потому что у нас что получается? На какой стадии у нас пользователь может отправить баг-репорт, пока он еще не валидировал свой email, у нас уже не включается отправить по email. Но при этом я не уверен, работает ли у нас там отправка на сервер. Пока еще email у него уже заведен, но не валидирован. То есть я хочу, чтобы пользователь до валидации, наверное, слал краш-репорт через email всегда, а после валидации почты тогда уже, чтобы слал на сервак. И вот накати тесты для того, чтобы проверить, что когда вызывается, и если это уже вызывается с триггером отправки на... Ну, кстати, у тебя полноценное мобильное устройство с добавленным имейлом, поэтому ты можешь L4 проверить полностью каждый из сценариев, отправляя реальный имейл баг-репорта через мобильный телефон. Сделай это в том числе полностью до конца, все тесты с каждого экрана,
где работает, а где не работает. То есть вот такая вот большая для тебя задача для каждого экрана, в том числе написать вот такие L4 тесты на Bug Report. Почему я сейчас в это упираюсь? Потому что, я хочу дать пользователям возможность сообщить о том, что есть какая-то проблема, и поэтому я должен, с одной стороны, наладить получение этих писем, а с другой стороны, у них должна эта функция работать, а я этот отчет должен иметь возможность принять и почитать, чтобы что-то исправить. Ну и как ты помнишь, по стрессоустойчивости все необходимо накатывать вначале в техническое задание, потому что ноут часто крашится. Если я еще не ответил на какие-то вопросы или какие-то еще развилки до начала ты хочешь со мной согласовать, то ты можешь это сделать сейчас. Если все понятно, то можешь сразу приступать к выполнению задачи. Так, что у нас по CI-ке? Расследование закончено, картина полная, проверена насквозь. Вот ответ, короткий ответ. Отвалилась ровно одна проверка, которая раньше реально гонялась в облачном CI, а теперь не запускается ни одним автоматическим гейтом. Ее нет даже в ручном npm run. Так. Merge gate, когда сломанный... Да, это очень важно. Red baseline. Она жила только в облачном джобе, а сейчас до нее можно дойти лишь руками. Ее нет в test all, ее нет, как я это устанавливал. Сверил каждый run, шаг облачного CI YAML, disable против твоих обычных локальных раннеров. Итог по самотестам. Ну, класс. Отлично. Все должно быть в препуше. И все должно быть в тестол. Пара вещей, которые проверил и отмел как ложные дыры. Локальный ревьюер корректно читает. Зеркало цело. Насколько это критично чисто, сам скрипт CI Gate SH исполняется только в облаке Job CI Success. Раз action включен, агрегатор сейчас вообще не запускается, выключен, а поэтому живого влияния сегодня нет, но его self-тест больше не стартует, и это от протухания или восстановления actions. Назад, как описано в плане отката, сломанный агрегатор уедет незамеченным, это латентная дыра, и она ровно того класса, по которой ты спрашивал, работала, когда были оба, отвалились при отклонении. Важный нюанс рядом. Обязан сказать, припуш — это подмножество test all, а не полное зеркало облака. Облако гоняло все на каждом PR автоматически, теперь на обычный git push отрабатывает только припуш. В перечислении в test all. Ну, окей. Предлагаю минимальный точечный фикс под основную дыру. Нам необходимо сделать, чтобы все, что тестировалось на CI, было, с одной стороны, в препуш абсолютно полностью, и то же самое должно быть в test all. Полное зеркало, полное все восстановить, абсолютно все тесты. Закрыть все дыры и для препуш, и для test all. Видите, как хорошо я почувствовал, там в одном моменте отвалилось. Я думаю, если в одном моменте отвалилось, то значит и в другом могло отвалиться. И был прав.
Так, что у нас здесь? Как называется сборка sign-in? Номер сборки sign-in. А что мы ему поручили? Защита от стирания. Owner защита. Да, это отметьте мне тоже, что мы поручили. И у нас уже работает там 5. Так, первый уже готов. Задача 1. Код уже был в main. Подтвердил, что покрывает все 3 механизма. Открыт только prod deploy. Задача 2. PR. Реальный prod баг. 2 вещи, чтобы двигаться дальше. Prod deploy. Необратимо наружу. Не делай без... Все делай на сервере. Так, в main 2 серверных фикса, которых на боевом сервере, возможно, еще нет. Без деплоя они в коде есть, а у юзера устройства не защищают. Могу залить оба по... Да, конечно. Доступ к боевому PostgRE плюс PR2, жесткая зависимость. Дальше идет ядро задачи. RealPG, Harness, Cron, Scope, Email, Round Trip. Заглушки прочь, миграция. Да, отлично. Все делай до результата. Одобряю. Хорошо. То есть вот у нас первый агент работает, второй. Видите, какая быстрая разработка пошла без CI GitHub Actions? Готово. Оба блока в main. Work 3 убран. 5 память обновлена. Так, он что у нас делал? Лог 20 M21 логика. То есть он у нас выстраивал очередь желающих потестировать реальное устройство. Твой вопрос, есть ли в MD про то, как создавать скрипты, было частично, теперь полно. Так, хорошо, полный код. Автолог. Смотри ниже, задокументирован как встроенный рецепт отладки. Лог. Как работает и что изменил? Ты спрашивал прямо. Файл занят и свободен на устройстве. Свежесть. Его механику не трогал, он уже был. Единственное изменение — завел существующий лог в единую точку входа run as main, чтобы nav пресеты, шаги, которые раньше лог не брали, теперь брали его сами. Acquire heartbeat release, один захват на процесс, escape, no log, nav, no log 1. Доказано на M21, 2 параллельных пресет HomeMG, держит в B, ловит M21 занят, жду освобождения, дожидается потом едет, больше не топчутся друг друга. Несущий. Окей. Мне интересно, как ты это реализовал. Объясни, как будто бы я пятиклассник, чтобы я понял. Тут важно логику понять. Он терминами всякими и названиями, где что лежит, сыпет. Ему это понятно, а мне важно понимать логику, правильно ли он все построил. Может быть, что-то надо поменять. Кэш-дампы, швы без повторных. UI, Automator, Dump, логин. Ну да, дал нам прирост эффекта. Ну, это приколяхи, которые мы сделали. Это хорошие какие-то достижения, которые мы смогли сделать. Я сюда так фиксирую, ну, так на будущее. Может быть, дойдут руки снять какое-нибудь обзорное видео для вас. Но не факт. Не факт, что дойдут руки. Ого, он мне написал. Окей, объясню на пальцах. Это унитаз.
Представь, что телефон — это один туалет на этаже, и вы много человек, это и агенты, и вам иногда нужно зайти. Проблема раньше, каждый просто вырывается в туалет, не глядя, занято или нет. Двое хотят разом толкотня, один рвет руки, другой смывает, все путается. Один моет руки. По-настоящему один агент начинает имейл, печатает имейл, другой в тот же момент жмет пин на телефоне и ломает друг другу прогон. Что уже было до меня? На двери туалета уже висел листочек. Туда можно написать «Занято, Вася, 10:00». Этот листочек живет на самой двери. Вот это вот мне понятно. На телефоне файл IVK M21log, а не у каждого в кармане. Потому что дверь видят все, а карманы у всех разные. Правила листочка тоже уже были придуманы. Занято или свободно по времени на листочке. Если время свежее, внутри кто-то есть, жди. Если время старое, человек написал и пропал час назад. Наверное, ушел или ему стало плохо. Листочек протух. Можно заходить. Пока сидишь, каждые несколько секунд подрисовываешь новое время. Это heartbeat, сердцебиение. Чтобы все видели, я еще тут, не врывайся. Вышел, стираешь свой листочек. Этот листочек, я его правила, я не трогал. Он работал, но им пользовались только некоторые скрипты, а мои, которые вводят телефон по экранам, нет, они врывались без листочка. Что я сделал? У всех моих скриптов есть одна общая дверь, функция run as main. Через нее запускается любой скрипт, когда ты пишешь node. Я повесил все управление листочком ровно на эту дверь. Зашел, написал «Занято». Пока работаешь, подрисовываешь время в самом конце. Чтобы не случилось, стер листочек и вышел. Теперь любой мой скрипт автоматически сначала смотрит на дверь, свободно пишет «Занято» и заходит. «Занято» свежим листочком, встает в очередь и ждет, пока тот выйдет. 3 важные мелочи. Один листочек на один поход. Большой скрипт пресет внутри зовет маленькие шаги, но маленькие — это просто руки-помощники. Сами двери не открывают. Листочек пишет только тот, кого ты реально запустил. Так не выходит. Написал «Занято» дважды и сам себя запер. Кнопка «Не надо». Сразу надиктую ему. У меня такое предложение, хочу с тобой посоветоваться. Может быть, есть смысл добавить сердцебиение к каждой команде, чтобы было понятно более активно время и кто что делает, и чтобы это писалось на листочек, чтобы мы активнее понимали, происходит какой-то процесс или не происходит никакого процесса, и мобилка уже свободная. Как тебе такое предложение? Я пока читать дальше буду, а ты мне пока попробуй ответить на этот вопрос. Так, 2, кнопка «Не надо листочка», no lock, на случай, когда ты один и точно никто не помешает, например, проверка на компьютере без телефона. Стирая листочек всегда на выходе, даже если внутри споткнулся и упал, скрипт упал с ошибкой. Иначе листочек занят и висел бы вечно и запер бы всех. В коде это волшебное слово finally. Сделай это в любом случае. Хорошо. Как я это проверил? Не гоняя телефон 100 раз, сделал игрушечную дверь вместо настоящего туалета. 3 поддельные функции: написать, подрисовать время, стереть. И проверил по шагам. Листочек пишется до входа, стирается после, стирается даже если внутри упал. Если занято, человек реально не заходил. Это тест log-run test TS. 7 таких проверок. Игрушечная дверь можно прогнать мгновенно и 1000 раз, не трогая реальный телефон. Я как раз предпочитаю, чтобы настоящий телефон трогался,
потому что важно нам понимать, как оно на самом деле работает. И, пожалуйста, эти тесты перенеси на реальный телефон. Так. А потом по-настоящему на телефоне запустил 2 скрипта разом. Первый А написал занято и пошел, второй Б посмотрел, увидел занято, написал жду и стоял в очереди, дождался, пока А выйдет, только тогда зашел, получилось ровно как надо. Про робота, проверяющего перед тем, как сохранить работу, ее читает робот-рецензент, AI-ревьюер. Он заметил, на стене этажа висит старая инструкция, другой документ, где написано, листочек пишет только один особый скрипт, остальные вручную. Но я же, в общем, переписал. Вот и все. Класс. Так понятно. Хорошее предложение, интуиция у тебя верная, но да, я сначала разделю это на 2 части, потому что одна уже работает, а вторая реально полезна, и я ее поддержу, спорю по делу, как договаривались. Сначала важный нюанс, сердцебиение уже есть. Вернусь к аналогии с туалетом на листочке 2 вещи. Время ТС. Его же сейчас Вася подрисовывает каждые 10 секунд сам. Это есть heartbeat. По нему любой видит время свежее, внутри кто-то живой. Время старое, листочка нет, туалет реально свободен. То есть происходит процесс. В принципе, тогда нормально. Записка ноут, а вот тут пустовато. Пишется один раз на входе, Вася зашел по делу на home и до конца не меняется. Он не говорит, что Вася делает прямо сейчас, где твоя интуиция бьет точно в цель. Есть тонкий, но важный изъян. Свежее время доказывает, что человек жив, но не доказывает, что он двигается. Подрисовка времени идет по таймеру в фоне, она будет тикать, даже если Вася завис на одном шаге, например, ждет экран, который не появляется. Снаружи выглядит активен, на деле застрял. Окей. То есть мое предложение, оно правильное. Вот это твое предложение лечит. Писать на листочек, что делается прямо сейчас, тогда видно не только жив, но и двигается или встал. Вот видите, мы закрыли совместно еще один баг. Ввел пароль, обновлено 3 секунды, двигается, обновлено 4 минуты назад, завис хоть и живой. Но к каждой команде не надо, тут поспорю. Каждая запись на листочек — это обращение к телефону, низкоуровневых команд в одном шаге, десятки. Тапы, вводы, дампы. Если писать на каждую, мы добавим сотни лишних обращений и затормозим ровно то, что только что ускорили кэшем. Плюс по занято свободным это ничего не добавит. Его уже закрывает время. Логично. Я не понимаю, как это... нелогично, я не понимаю. Точнее, наоборот, не понимаю. Я не понимаю, если мы пишем просто в наш локальный файл, то как это связано с скоростью реакции на самом мобильном устройстве. То есть, если мы оттуда в любом случае уже посылаем информацию, а вызываем скрипт, то фактически у нас скрипт лежит локально, и мы пишем тоже файлы отчеты локально о том, какое действие выполнилось. То есть, какие действия выполняются, поэтому какая может быть задержка, если на мобилку ничего не поступает, ничего нового. Это только обвязка, которая локально находится в проекте. Тут с тобой поспорю. Так что нелогично, обманывает. Обманывает, но красиво описывает слова. Правильная зернистость, не команду, а шаг-экран. Их в логине всего 5-8, ввожу email, ввожу пароль, ставлю пин на экране, на вкладке Files. Это дешево, 5-8 записей на весь прогон, доли секунды. Ровно та детализация, которая тебе нужна. Да, я думаю, да. Да, я думаю, именно физические действия, которые как будто бы пользователь бы сообщал, если они логируются, то этого более чем достаточно. Я с тобой согласен. Что предлагаю собрать, если одобришь? Маленькая функция, обнови
записку, перепишет листочек, там же владелец свежим именем, новым текстом шага, выбрать существующая лока, механику занята свободно, не трогая, каждый шаг nav, проходит свою веху, пишет ее в записку, переиспользуя существующие nav логи, один источник не заводим, не задвоим. Команда смотрелка not device log js watch раз в пару секунд печатает свободно или занято, кто какой шаг, сколько секунд назад двигался, гляну и сразу понятно, идет процесс или завис. Да, супер, спасибо. Да, супер, спасибо, делай. Цена маленькая, польза для 2.8 ИИ на одном телефоне, прямая, это девайс проверяемый, запущу, покажу живую смотрелку, несущий тест добавлю, так что идею в части писать на листочке. Так, хорошо, понял, и спорить тут особо не буду, ты прав, по сути, реальный телефон важнее, не один инженерный нюанс, но один инженерный нюанс проговорю честно, потому что это правило самого репозитория, а не моя прихоть. Юнит-тест с игрушечной дверью придется оставить, но я добавлю настоящий тест на телефон. Почему оставить? Да, согласен. Gate CI тест all гоняет без телефона, там физически нет M21, несущий тест, который ловит откат кода в конфликте. Закон джунгли обязан работать в гейте, он не может быть device only. Я тут буду с тобой спорить. Если у нас где-то написано, что он не может быть device only, то перепиши, пожалуйста, все места и укажи, что наш тестовый мобильный телефон во время разработки всегда подключен и всегда доступен для тестирования. Поэтому, если где-то написано, что device only невозможен, то это надо заменить наоборот на то, что где безопаснее нам тестировать на реальном живом устройстве через АПК, то мы обязаны это делать. Там, где безопасно это делать все на синтетических тестах, то мы оставляем синтетические тесты. Я уже раньше как-то спотыкался об этом. Так, часть случаев на реальном телефоне трудно или нельзя надежно вызвать. Главный из них — скрипт упал внутри, листочек все равно стерся, нельзя по команде уронить процесс в нужный момент. Игрушечная дверь это проверяет детерминированно. По правилу SDLC девайс тест дополняет юнит, а не заменяет. Там прямо зеленый жест этого не заменяет и наоборот. Хорошо, значит, синтетические тесты идут как база, и какие-то точечные тесты на реальном устройстве, да, одобряю. Я думаю, это правильно. Спасибо, что поправил. По твоей просьбе добавлю реальный девайс-тест лока на живой M21. Он трогает настоящий файл и проверяет на деле. Пишет листочек. Окей. Правда, на телефоне будет и как переиспользует мой скрипт, который ты сам сможешь запустить и посмотреть. Завожу ERC3. Так, каждая запись — это обращение к телефону 72 миллисекунды. Стоп, ты прав, я должен это признать. Я не точно объяснил. Твоя критика бьет в реальную дыру в моих словах, отвечая по существу. А дальше продолжу девайс-тест, который ты попросил. В чем ты прав, в чем моя неточность? Так.
ты прав на 100%, если файл локальный, локальная запись в файл проекта, микросекунды к телефону не ходит, пиши хоть на каждую команду, никакого торможения, тут спора нету. Но вот ключевой факт, который я плохо донес, листочек лог лежит не локально, а на телефоне. Это файл внутри устройства. Write log физически делает. Поэтому каждая запись именно в лог поход на телефон. Почему лог специально на телефоне, а не локально агенте? Ну да, согласен. Два слоя твоя интуиция вскрыла, что я смешал два разные вещи, и их надо разделить. Окей. То есть все нормально. Один нюанс, если хочешь одну общую живую картину по всем агентам, сразу она должна жить на общем месте, то есть на телефоне. Или в общей папке хоста. Там пошаговые. Юнит вердикт зеленый, 9 из 9, и сразу отвечу на твои два сообщения. Шаг уровень, договорились, ты согласовал, ты согласен. Записка обновится на физических вехах, как будто пользователь сообщает. Ввел email, пароль, пин, вкладка. Если веха лагает, видно, дешево, ровно нужная детализация. Watch, смотрелка, опрунул, делаю. План, чтобы не влазил все в один огромный пиар. Сначала домучаю merge device, тест, логика. Его ты просил прямым текстом. Тесты на реальном телефоне, он почти готов, сразу за ним отдельным пиаром прогресс. Окей. Подтверждаю мою правку, тебе лог физически на телефоне. Каждая запись, поход на устройство, локальный отчет, другое дело, бесплатный. Хорошо. Так, опять отдельная правка, и тут ты задаешь политику «принимаю», уточню, честно, потом применю в доках. Что я имел в виду? И в чем ты прав, не может быть device only. Это я сказал узко про одну роль. Про сторож, который ловит затирание кода. Ну если затирание кода, то, конечно, да, это вообще не связано с мобилкой. Политика, которую ты задал, принимаю и пишу в доках. Окей. То есть две разные работы. Я ему подтвердил, что да, и жесты, тесты и на локалке, и на мобилке. Хорошо. Здесь я почитал по серверу, что здесь. Готово, довел до результата на сервере, сводка, что сделанное живет на проде. Все verify, архитектура согласована, задача 1, deadman удаление. Подтверждено живет на проде, реальный прод, баг, который вскрыло само проектирование RealPG тестов, Smergent, задеплоен, Verified Live, падал на FK, фикс 2 несущих теста, PR. Вот видите, то есть мы не просто делаем фигню, а мы ловим баги, которые, хотелось бы, чтобы мы вычистили до продакшена. Так, PR2, 306, фундамент RealPG, Harness, Smergent, Deployen, Verified против VV Postgres. Окей. Тесты против реального. Прод здоров после всех деплоев. Что осталось? Cron Scope, оценить одного юзера вместо скана всей таблицы. Это обязательный предохранитель перед прогоном полного набора по боевой базе, иначе Cron тест заденет чужих. Второе. Email round trip allow брать заглушки. Что, он еще не сделал? Что заметил по ходу, обязан сказать, латентность реального PostgreSQL 13 секунд на round trip из-за сети init-схем при миграции 72 файлов. Прогон станет заметно дольше. PGMM нужно увеличение тайм-аутов и, возможно, переиспользование схемы между файлами. Это цена реального сервера. Ты ее принял, фиксируя как ожидание. Initial схема гоняется на каждом коннекте. 40 DDL для RealPG прогона стоит выполнить один раз, а не на каждый файл. Оптимизация для PR2B. Пул соединения к Supabase при
при массовом параллельном прогоне будет конкурировать с боевым трафиком. Сейчас прелаунч не важно. К запуску вернемся. Низкотрафиковое окно, лимит воркеров. Я бы хотел, чтобы ты взял все задачи и выполнял до результата. Мы же их уже обсудили. Просто выполняй до результата. Вопросов же у тебя никаких нету. Ну, отчитался, ему скучно, то есть он 2 задачи выполнил, и у него осталось еще 3 задачи, поэтому он решил пообщаться. Так, 3 у нас работает, это у нас что? CI восстановление. AI Reviewer идет в фоне. 4 работает, что там 5? 5 уже выполнил. Готовый итог. Что у нас сделал? Сборка sign in. А сборка sign in у нас отвечала за что? Сборка sign in. Защита от стирания. Это, я думаю, вручную надо будет там PR смерджить. Проверка дела до конца. Ответа нет. Ответ нет. PR смерджен сегодня. Закрыл только значение номера. Сам механизм. Защиты не стоял. Краш, сироты, оборванные ветки не было. Фуллап просто не сделали. Доделал PR 305. А когда мы сегодня смотрели, тут было 3 пиара. Окей. То есть он вот этот, наверное, закрыл и вот этот открыл. Ну, я думаю, там надо approve мой, явно, чтобы дальше мерджить. И оно заблокировано без апрува. Требуется мое ревью, ну и я могу просто squash and merge. Проверяю, что здесь правильная надпись. И сквошнул сразу. Я не смерджу. Owner защита. Вроде все сделал. Проверь. Так, техдолг, флаг, строгого лупа тест. Под параллельный CPU kept, нагрузка 2, рендер снимка без ссылки ловят home screen в разной фазе, async догрузка дэшборда узлов 45-30 в изоляции зеленый, моего кода не касается, лечится await установление экрана перед снимком в тесте, отдельным PR сделать. Как ты предлагаешь реализовать это и как ты предлагаешь разрешить этот конфликт? Как ты хочешь согласовать план? Ну, коротко, буквально по тезисам, по заглавиям. Так, зафиксировал в память находку про advisory code owners, чтобы будущий owner защита задачи сразу проверяли. Toggle, а не только файл. Память записал, жду твое решение по мерджу. Проверка по существу. PR смерджен владельцем, не агентом защиты механизма main. Main byte моей ветки. Main помечен project true. Конкретно toggle required code owner review из агентского аккаунта не читается. Require review null редактируется для non-admin. То, что мерджил ты под админ аккаунтом, а не агент, косвенно согласуется с включенной защитой, но 100% подтвердить может только твой просмотр settings branch main. Ты очень сложно написал.
если ты говоришь о том, сработала ли защита код owner на этот файл, то просто попробуй сделать новый PR и попробуй внести туда изменения. Если у тебя получится обойти это правило, значит правило на репозитории не включено. Если у тебя не получилось и тебя заблокировало, то значит все нормально. Сделай отдельным маленьким PR вот такой вот тест. Так, заодно GateStash. Так, а что у нас с компьютера взлетает? Вроде бы ничего особого не происходит. Кстати, интересно. Можно сделать скриншот вот этого процесса. Я выключу карнак наш, чтобы показать, какая загрузка идет под записью. Что грузит. Что грузит и насколько. Так, возвращаем наше показывание клавиатуры. Делаю post-merge гигиену, удалить work 3, подтянуть main. Хорошо, что они пишут, да, то есть мне так спокойненько, то есть они подтягивают main. Сначала итог проверки, твое проверь. Все на месте, смерджено. План про лупа флагу, коротко по тезисам. Корень виновата не лупа, хоумскрин грузит дэшборд, async, 2 снимка, без с лупой ловятся в разных фазах догрузки узлов. Индексная сверка падает, под нагрузкой фаза плавает. Фикс только в тесте, прод не трогаю. Перед каждым снимком on-off дождаться устаканивания. Стабильный дэшборд загружен, марки оба снимка в одном settled состоянии, счетчики совпадают. Если асинхронится, а еще не детерминированы, замокать. Что единственное я хочу попросить, может быть, есть смысл у нас запустить 2 параллельных теста, которые отдельно это тестируют. То есть, если там есть какая-то задержка на реакцию применения функции, то я бы хотел, чтобы это все было асинхронно. Сейчас стараюсь все тесты, которые возможно выписать асинхронно, и чтобы они так вот прогонялись локальненько и побыстрее. Вот, так что вот как тебе такая идея? Может быть, она уже воплощена, или, может быть, нужно воплотить? Объем 1 файл, возможно, helper. PR, да, отдельным маленьким PR. Понял, эмпирическая проба, отдельный маленький PR, red baseline. Допишу пробу, она в работе, затем я отвечу на твои мысли. Хорошо, тут у нас что-то есть? Нет, это просто чистый. 3 еще в запасе у нас есть. Так, сервак пишет. Здесь что-то, второй агент работает. 3 работает. 4 это что у нас? CI-ка, восстановление. Push с гейтом идет, теперь не behind, гейт реально прогонится, жду. Работает 4, гоняет тесты, что ничего не сломал. И вот этот вот наш 5, который все делает. Мы пока давайте потестируем наше мобильное приложение. Ой, какая красивая кнопочка. GPS. Да.
Only this time, давайте по-хитрому. У нас была какая-то хитрая проверка по GPS, что там надо было выходить из... Плохо слетело. GPS одноразово. Когда человек выбирает GPS разрешить или не разрешить, то он может выбрать разрешить в этот раз, и надо, чтобы тогда этот GPS не пропадал из того, что все работает. То есть он должен остаться красным. У нас был специальный такой вот тест, что мы там выходим, состояние сбрасывается, потом просим пользователя опять войти в приложение, ну, то есть как-то вот так вот, чтобы это все сделать. И если мы можем сами это сделать, сами войти в приложение после того, как оно выгрузится и зайдет, то это вот предпочтительно сделать. Такое уже было раньше сделано, и сейчас кто-то затер. Изучи вопрос по старым коммитам, может быть, по старым веткам и по вот таким вот названиям, что это разрешения зависимые, когда нажимают не разрешить в этот раз, не разрешить всегда, а разрешить только в этот раз. И вот как мы пытались решить этот баг, чтобы не было ложноположительного, как сейчас. Сейчас ложноположительно сразу пишет, что GPS успешно уже работает, но это не так. GPS только сейчас. Если там можно почитать подпись, то тогда можно длинные надписи использовать, чтобы было понятнее, о чем это. Вот так вот наводим и читаем полностью всю надпись. Это хорошо, удобно. Ну вот, 6 агентов загрузили. Пусть работает. Так, у нас кто-то что-то тестирует на мобилке. Я не знаю, уважаемые зрители, как-то хочется побыстрее выдвинуться прямо в продакшн, но как вы считаете, это я искусственно оттягиваю этот момент продакшена, или это действительно нужно было все сделать? У меня точного ответа даже для себя нету. Уже как-то подкрадываемся мы к 1 часу эффективного видео записи, так что я думаю, мы сейчас вот обсудили какие-то моменты, что должно быть изменено в мобильном приложении, составили там ряд технических задач и запустили 6 агентов в работу. Так что пусть они разрабатывают. Я желаю вам повышать вашу IT-насмотренность. Я надеюсь, что вы это будете делать с будни веб-код-блогера. Спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки, что подписываетесь. И желаю вам создавать IT-продукты единороги в долларах. Финансового вам благополучия.